Приветствую на канале SQL Dev. Во время разработки иногда приходится сравнивать код текущего окна с другими. Самым простым способом будет расположить окна рядом. Для этого перейдем на вкладку View. Снимаем галку пункта Single Document. Теперь можно выбрать разные варианты расположения окон в списке Range. Выбираем вертикальное расположение. Сворачиваем ненужные окна и снова указываем вертикальное расположение. Мы получили два независимых окна. Список доступных окон в пункте меню Select. Переключение отображения окон также доступно в меню возле правого верхнего угла. Тут же есть возможность просмотреть список открытых окон. Кнопки расположены близко друг к другу, можно нечаянно задеть. Чтобы подсмотреть кусочек кода или визуально глянуть на различия, этим вариантом можно пользоваться. Но для полноценного сравнения есть специальная утилита Compare To. Девелопер имеет возможность сравнить код хранимой процедуры, таблицы, вьюшки и других объектов встроенным инструментом. Найдем наш объект в браузере объектов. В контекстном меню выберем пункт Compare To. В этом меню нам доступны несколько вариантов сравнения. С объектом другой схемы, с файлом, сохраненным на жестком диске, с текущим окном. О сравнении данных грида других запросов мы говорили в одном из прошлых видео, ссылка в описании. Для примера я выберу сравнение с текущим окном. Открывается вкладка с отображением измененных, удаленных строк. Обратите внимание, если у вас открыт пакет с описанием и телом, то для сравнения по содержимому нужно выбирать разные части пакета, сравнивать только описание или тело пакета. Сравним текущую вкладку с телом пакета. В данном случае также система может неверно понять описательную часть пакета. Такое поведение присуще только вкладкам пакетов, которые были открыты пунктом View, Specs and Body. Если вызывать только View или Edit на теле пакета, сравнение будет корректным. Вернемся к утилите. В данном окне есть возможность перейти к следующему, предыдущему различию. Изменить расположение окон. Поменять сравниваемые объекты местами. Опционально игнорировать регистр, комментарии, пробелы. В настройках мы можем выбрать цвет, фон, шрифта подсветки. Выбрать другой инструмент для сравнения, например, AddGit или SVN. Подсветка фона строки отображает добавленные, удаленные, измененные строки. Прокрутка обоих окон происходит синхронно. В правой части вдоль полосы прокрутки отображена цветовая индикация всего документа, что позволяет одним взглядом определять масштаб изменений всего кода. В предыдущих версиях объект можно было открывать на редактировании, мы могли вносить правки прямо во время сравнения. Минусом такого варианта являлась невозможность скомпилировать объект во время сравнения. После внесения изменений необходимо было скопировать код и скомпилировать его в другом окне. В нескольких словах о поддержке системы контроля версий. В настройках Settings, Files на вкладке Version Control можно указать путь, Git или SVN. У меня настроен Git. Следующим пунктом доступны на выбор два варианта графического отображения GUI. При выборе каждого приложение предоставляет ссылку на сайт для скачивания и установки. После установки необходимо указать путь к выбранной системе. PLSQL Developer, скорее всего, сам определит его. SVN настраивается аналогично. Сохраняем настройки. Функция контроля версий доступна в окне Files. Включить его можно на вкладке View, File Browser. Откроем настройки папок. У нас появляется возможность добавить любые папки нашей файловой системы, использовать фильтры имен файлов по маске, указать название родителя, цвет папки. При выборе папок, которые уже добавлены в репозиторий SVN или проинициализирован репозиторий Git, становятся доступны пункты контекстного меню соответствующей системы контроля версий. Откроем файл, внесем изменения. Сохраняем. Обратите внимание, значок измененного файла будет отличаться. В контекстном меню выбираем пункт. Нам доступны функции выбранной системы контроля версий. Посмотрим различия. Откатим изменения.
Обратите внимание, возможности контроля версий доступны только с файлами, которые сохранены на вашей локальной машине. То есть сначала необходимо открыть хранимую процедуру базы данных, сохранить ее в локальную папку, сделать необходимые изменения, потом снова скомпилировать в базу данных. Как автоматизировать этот процесс и масштабировать на всю команду разработки, я пока не придумал. Если у вас есть наработки или мысли в этом направлении, пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Всем добра.